Вы на канале «Это вкусно». Сегодня у меня замечательный тарт-татен со сливой. Рецепт довольно простой, а получается такой пирог-перевертыш очень ароматным, сочным и нежным. Для пирога у меня 800 грамм слив, 150 граммов сахара, 150 граммов сливочного масла, 150 граммов муки, 5 граммов разрыхлителя, 3 яйца, экстракт миндаля, миндальные лепестки, щепотка соли. И для смазывания формы 1 столовая ложка коричневого сахара, пряная смесь для десертов, это корица, кардамон и гвоздика, 10 граммов сливочного масла. Смазываю форму сливочным маслом и присыпаю коричневым сахаром. Можно взять и обычный, но коричневый дает более карамельный вкус. Добавлю смесь специй для десертов, это корица, кардамон и гвоздика. Можете добавить только корицу, это все по желанию. Сливы для этого пирога выбирайте спелые, но плотные, чтобы они держали форму. Идеально, чтобы они были с кислинкой, тогда пирог не будет сильно сладким. Разрезаю их пополам, проворачиваю половинки в разные стороны и вытаскиваю косточку. Сливы можно нарезать на 4-6 частей, но мне хочется оставить их половинками. У меня на канале есть рецепт яблочного тарт-татена с карамелью на песочном тесте. Видео можно посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. В отличие от яблочного перевертыша, сливы для этого пирога я не карамелизирую, но можно делать по-разному. Укладываю сливы срезом вниз на дно присыпанной формы. Там, где получаются большие пустоты, я заполняю четвертинками слив. Сливы уложены. Приготовим тесто. Для этого рецепта я отдельно буду взбивать белки, так тесто, на мой взгляд, получается пышнее. Отделяю белки от желтков. К желткам всыпаю сахар и взбиваю до посветления и пышности массы. Если вы не будете отделять белки, то очень хорошо взбейте яйца с сахаром на данном этапе. Добавляю очень мягкое сливочное масло и несколько капель миндального экстракта. Продолжу взбивать. Можно добавить ванилин или любой ароматизатор на ваш вкус, но со сливой мне нравится миндаль, тем более, что готовый пирог я буду присыпать миндальными лепестками. На мой взгляд, пироги со сливами самые вкусные. У меня на канале есть замечательный рецепт пирога со сливами в сметанной заливке. Видео можно посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Он очень вкусный. Муку я просеяла, смешиваю ее с разрыхлителем и частями добавляю к взбитой массе. Сейчас я поменяю насадку, чтобы лучше взбить густую массу. Готово. Теперь на очереди белки. Добавляю к ним щепотку соли и взбиваю до плотности, но не перестарайтесь. Больше миксер не понадобится. Ввожу взбитые белки в 2-3 приема в основную массу и аккуратно перемешиваю. Тесто получается очень воздушное. Выкладываю его поверх слив и распределяю.
Ставлю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут. Готовность обязательно проверяйте зубочисткой. Пирог готов. Даю ему постоять в форме минут 10, после чего переворачиваю. Затем снимаю форму. Остывший пирог посыпаю миндальными лепестками и сахарной пудрой. Пирог получается ароматный и нежный. Вкуснее всего он в остывшем виде. Мои любимые рецепты сладкой выпечки смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно.